Всем привет! Сегодня у нас новый разбор «Трасса 60». Сказки у нас не закончились. На самом деле мы всегда думаем о сказках, о различных. Ну и художественные фильмы, по-своему, такое проявление сказок. Но сказочные мотивы есть везде, да. Если мы посмотрим, любой фильм опирается на сказочный мотив. Об этом Проб писала о сказочных сюжетах, достаточно явных. Но они же не просто так откуда-то берутся, они берутся с ритуалов, с инициаций. Из То древних есть, да, процессов. как раньше передавали все через слово. Да, а потом через дело инициация нужна какая-то. Да, чтобы Там- тело подкреплялось, закреплялось. И сегодня фильм, интересно, можно начать таким образом: «Поди туда, не знаю куда», или «Отыщи свое тридевятое царство». Или узнай, или найди себя, да. Ну, найди себя — это вот прям всегда и везде. Тоже сложная такая задача. Мгм. Это примерно то же самое. Пойди, возьми то, не знаю что. И фильм-то начинается достаточно интересным таким сюжетом. Помнишь, когда там едет Олжа Грант, это главный такой колдун, я не знаю, кто Мы он не там. сказали, что за фильм. Трасса 60. Сказали? Да, трасса Я 60. что-то проехала этот момент. Да, и начало такое показательное, я даже сказал. Тогда, когда человек должен знать четко, что он хочет. Значит, этот колдун едет на своем велосипедике такой, довольный, курит свою трубку. Тут Мгм. открывается, ну, я вкратце пробегусь по этому сюжету. Открывается дверь, там стоит предприниматель какой-то богатый, сделку хочет заключить. Он не сбивает колдуна, дверь Ну, дверь, открывается, да. Ну, да. я имею в виду, сбивает при помощи Это двери. история обстоятельств. Ну да, то есть история о невнимательности. Да. И в результате ломается телефон и велик, и тут еще грузовик все это давит, еще вдобавок. И велосипед, и телефон этого человека. И тут он начинает истерить, Мгм. что вот он хотел сделку завершить, что вот он ему помешал своим тут велосипедом. Он заказал, чтобы такого никогда не произошло. Ну, какие-то слова такие были, что вот вся жизнь там в телефоне. Мгм. И вот, ну, в общем, диалог такой был какой-то такой. Слишком он переоценил это все. Повторяется сюжет, он его я опять забегаю вперед, он его переспросил: ты действительно этого хочешь? Он говорит: да. Тут повторяется сюжет. Как часто в порыве каких-то непонятных историй мы говорим «да». Ты действительно этого хочешь? Да. И это свершается. А далее, Хороший вопрос, как часто. Ну, частенько, мне кажется. жизнь может пойти под косяк. Да. И тут как раз она пошла наперекос. Мгм. В результате грузовик давит этого человека, а телефон остается. Желание исполнилось Ты знаешь, вот прямолинейным таким образом. мой опыт показывает, любое наше желание, оно исполняется. Вопрос времени. Шутка такая в нашей семье есть. У меня старший сын всегда хотел братьев, в итоге получил 2. Двоих. То есть, ну вот, всегда все сбывается. Вопрос просто наших именно желаний. Действительно ли они Наше. наши, и действительно это то, что я хочу, потому что желание исполняется самым непредсказуемым образом. И не Мгм. всегда это очень красиво. Но Да. исполняется. И мы своими действиями, ну, я когда говорю мы, это я от лица человечества, то есть ведем к исполнению этих желаний. Раз мы пожелали, значит, внутри нас что-то есть, это зерно этого желания. Что-то мы же хотим, мы же представляем, как Мгм. оно, что это должно быть. И оно вот начинает искать свое проявление, как вода начинает искать отверстие, куда бы протечь. Давай мы фильм пересказывать не будем, он тоже, я думаю, что зрители посмотрят. А так пройдемся по нему таким образом, какие сюжеты для тебя были самые интересные? Это вот начальный сюжет, когда они Ну, это встретились. да. Это прямо культовый такой сюжет, показательный. О Мгм. том, что надо знать, четко знать, что ты хочешь. Там не плавать, знаешь, вот. Ну, вообще вот эта история с целью, если, да, человек живет цельную жизнь или бесцельную жизнь, то есть целую жизнь или не Мгм. целую, то есть он болтается по жизни. Человек, у которого нет цели, он болтается по жизни. Да, он там берет одну тему, бросает ее, начинает другую. Как-то так вот. Ну, нету устойчивости, нету вектора направления, то есть у него
разные Расфокус. вариативности, расфокус, да. Очень Да, важно иметь цель. соглашусь на 100%. Какой еще сюжет мне понравился? Мне понравился сюжет, когда ему отец дарил BMW новую красную. Хотя Мгм. он не любит красный цвет. Главного героя Нил. Это молодой человек из богатой семьи адвокатов, и за него определили, кем он хочет стать. Мгм. Мне очень понравился этот момент. Цикл у нас, да, контраст богатый, бедный, Да. богатый, бедный. Богатый, бедный. И то, что главный герой решил поменять свою жизнь. Вот это Мгм. мне нравится. Понравилось. Немножко такой бунтарский дух, во-первых. Во-первых, позиция взрослого. Он уже, можно сказать, и нет. Ну, пытался сказать нет. Просто главный герой не стал доводить это до скандала. А вот таким вот образом итальянской забастовкой, так сказать, прошел. Ты знаешь, мне вообще этот фильм напоминает сюжет сказки, именно сказки. Не мультфильма, не нового фильма, который сняли, а сказка «Летучий корабль». Там тоже вот есть вот это движение, где нужно собрать всех разные образы мужского. И здесь, по сути, герой, направляясь в путешествие, их собирает. Почему-то именно на этом моменте мне захотелось это сказать. Ну, потому что главная отправная точка — это был отец. Да. Отцовская фигура такая властная. И главный герой, этот молодой человек Нил, он как раз распознал это. Почувствовал, что ему это не нравится. Он хотел художником быть, но тут его засовывают в адвоката, еще и красное БМВ дарит, не спросив. Ну, его То есть, еще не успели засунуть в адвокаты. ну, уже вот говорят, иди сходи, и вот там уже все решено. И как интересно, вот это вот ему, хочется сказать, принцесса постоянно снится. То есть это образ, опять-таки образ в его душе. Он Аниме. где-то там, и он следует-то за ней в дальнейшем, да, вот это движение. Несмотря ни на что, он ее рисует. А рядом с ним есть девушка более материальная, более такая Одобряемая его семьей. одобряемая, да, социально одобряемая. И все действие происходит тогда, когда на него сваливается Да, это ведро ведро, по голове. и он погружается в сон. То есть во внутренний мир. Мгм. Начинает свой путь по Во трассе внутреннем мире. 60. Той трассы, которой никогда не было. И там происходят такие интересные сюжеты, они встречают... Ну, по сути, он встречает своей части. Конечно. То есть вначале они встречают... Но он сначала все-таки вот эта вот история полагания на шар. На шар он полагается, да или нет. Вот это не на внутренний отклик идет, он все время на внешний, да, нет, да, нет. То есть у него есть вот это вот внутреннее движение. Плюс еще вот эта сделка, которую надо довести груз, пачку, это и скрывать нельзя. Это равноценно тому, что мы тоже каждый соглашается на свой путь, и мы не знаем, что будет в конце. Мгм. Куда мы прибудем. Вот просто видишь, надо еще было набраться отваги, чтобы начать этот путь. То, что как много соблазнов, его вообще не начинать. В Ну, его-то случае конечно, тем более. особенно когда у нас есть вот эта родительская поддержка, достаточно сильная родительская поддержка, не в плане эмоций, да, а в плане того, что, ну, дорогой, я для тебя все, милый. Вот тебе машина, Вот да. мы все для тебя. Вот тебе машина, вот тебе квартира, вот тебе институт. А где путь героя? А его. кто я сам? А как я пойму, что это я? А почему мои желания не становятся моими? Почему они не могут реализоваться? Мгм. И здесь вот проблема начинает накапливаться, Да. расти как снежный ком. Ну, здесь просто человек живет не своей жизнью, а к 40 лет, к 40 годам наступает достаточно серьезный кризис. Если еще, как говорится, человек доживет до этого. Ну, бывает, что не доживают. Бывает Разная гораздо история. раньше. Да. Ну, у меня папа не дожил. Вот так вот. Марина, какой вот сюжет для тебя был самый запоминающийся и почему? Ты знаешь, мне запомнился момент вот с этим вот героем, у которого было много Динамита, да? динамита, да, вот это вот история про правду. Насколько же интересно, когда она возникает, вот правда возникает в том месте, да, то есть город юристов, Мгм. город защит, и она возникает там, где, по сути, тебя должны защищать. И у каждого своя правда там. Да, но вот это вот здесь так красиво показан механизм внутренних защит, что когда ты под этот механизм попадаешь, по сути, ты остаешься в тюрьме. То есть ты не можешь бежать, ну, вернее, ты не можешь дальше идти, не можешь дальше действовать.
ты застреваешь. И тогда не хватает вот именно такого героя, который говорит: сейчас мы вам покажем, что правда, а что неправда. Ну, то есть вот здесь вот такой герой, который выводит тебя, то есть убирает все внутренние защиты. И это очень красиво, потому что застревая в программах, застревая в программах внутренних защит, мы, по сути, остаемся без развития, в плену. В плену денежного достатка, в плену нездоровья, в плену того, что сюда привело. И кульминация не производит, развязки не производит. Походу, по сути, тут болото. И только что и происходит, да, вот эта динамика. Я работаю для того, чтобы оплатить свою защиту. Очень часто люди попадают вот в эту ловушку, В колесо это. в колесо, да, то есть я работаю для того, чтобы моя защита была оправдана. Ну да, здесь И невозможно стремление выше. То есть, чтобы мои убеждения, они оставались моими убеждениями, да, ну, то же самое. Мне очень нравится убеждение такое: денег нет. Классное же убеждение. Ну, как сказать. Ну, в него же верят, Верит, конечно. и это очень такое часто распространенное убеждение. И делает все, чтобы их не было. И ты вот искренне в это веришь. А на самом деле, если там заглянуть в кошелек, ну, наверняка там рубль-два найдутся. Или там на карту, ну, пускай 50 копеек. Но это же Мгм. тоже деньги. Понятно, они маленькие. Так вот, и в этом месте, да, вот этот герой с правдой будет звучать так: у меня сейчас есть 50 копеек, вот она будет правда. А все начинается с малого. Да, или там: у меня нет сейчас денег на мое вот это вот желание, но в целом-то деньги у меня есть. Мгм. Вот она будет правда, когда вот это движение будет развернуто, и вот этот герой с динамитом, да, он про это. Да, и и вот это как раз сцена интересная была с этим героем на заправке. Когда там Да, бомж был: "Буду работать за еду". да, вот это вот тоже вот этот вот механизм, да, буду работать за еду, на тебе еду. На тебе яблоко, да? Нет. Ему надо было другую еду какую-то, которую он сам знает какую. Ну, то есть это опять ложь. Вот вообще, как часто мы сами себе врем. Да, он постоянно, мне кажется, такое бывает. Ну, опять-таки смысл нашего проживания жизни — это Жить в истине. хотя бы себе не врать, хотя бы самому себе. Говорить о том, что вот это мне нравится, вот это мне не нравится, это я буду есть, это я не буду, а это я попробую. Да, хочу, не хочу. То есть это тоже вот. Просто вот действительно мы обманываем себя в элементарном. Мгм. Опять-таки вернусь к этой фразе: денег нету. Это же тоже обман, это тоже некая иллюзия. Если у тебя действительно ноль, ну так и скажи: да, у меня сейчас вот так вот. Ну, то есть, да, в какой-то позиции, или все плохо, да, тоже вот это вот очень распространенно. Ой, как у тебя дела? Ой, все хорошо. Или все плохо. Вот это вот объединение всего. Обобщение, да. Обобщение, да. Все хорошо, все плохо. Что все хорошо, что все плохо. У меня по-разному. В целом нормально. Тоже объединение. Да нет, я как бы достаточно четко могу сказать: если мне плохо, я скажу, что мне плохо. Ну, я же живой человек. Процессы идут как Процессы идут, да, и то есть не все в розовых облаках. есть где расти. Конечно. А есть где не расти. Ты знаешь, это тоже интересный момент. У меня такой сейчас жизненный период, достаточно интересный. И после того, как я провожаю детей в сад, я ложусь спать. И вот этот такой момент идет. Я посплю, 2 часа себя гноблю. Вот, я за это время могла бы сделать вот это, могла бы сделать вот это, а я вот такая вот. И это тоже такой паттерн поведения уже выработанный, что нельзя. А сейчас я взялась и сделала: ну, давай честно и откровенно поговорим с самой собой. Мне эти 2 часа нужны для того, чтобы Как минимум перезагрузиться. как минимум перезагрузиться, как минимум сейчас, ну, такой период достаточно непростой в моей жизни. Я себе просто в расписание поставила 2 часа. Все.
конфликт исчерпан. Можно. Просто честно себе признаться. Мне это надо. А не я вынужден. И вся система в этом месте, да, взрыва не происходит, то есть не происходит напряжение. Получается, смысл этих 2 часов, когда ты после этого себя гнобишь, да, то есть внутри возникает напряжение, и это напряжение просто хлопает тебя, схлопывает. А потом То есть прихлопнет еще смысла, соседних, там, да, близких просто людей. смысла в этом нету. А когда ты признаешься себе, ну да, так, что делать будем? В расписании, все, это теперь легализовано, как сейчас модно говорить. Теперь любой процесс может быть легализованный. Поэтому мой любимый герой это вот именно здесь находится. Он прикольный персонаж. Мгм. А мой любимый герой это вот тоже Грант, который постоянно обращает любого человека взор внутрь себя. Что же действительно ты хочешь. И как ты хочешь, так это и будет. Только надо представлять очень хорошо, что ты хочешь. Ну, он же и говорит, я могу исполнить только одно желание. То есть это значит о том, что надо найти, отыскать, определить это самое сокровенное желание, которое перекроет вообще всю напряжение внутри. Ну, как бы центром является. Какое у тебя самое сокровенное желание? Вот Есть ли такое? хороший вопрос. У меня сейчас самое сокровенное желание — это самореализация. Вот такое тоже интересное слово самореализация. А вот я еще, на самом деле, в поиске откапывания этого желания. В чем именно, как вот. Я сейчас пробую разные области, надеваю на себя разные вот эти Костюмчики. костюмчики. Да, этот процесс, на самом деле, давно запущен уже. Я и в театралке ходил, занимался, то есть разный опыт получал. Сейчас вот вокал мне очень нравится. Мгм. Он меня прям зажигает. Мне просто интересно такое слово саморазвиваться. Хочется, вот знаешь, вот быть проявленным в этом мире. Интересно, что такое проявленность. Ну, это, например, вот вокал мне понравился, как передавать эмоцию залу и получать в ответ. Вот это вот интересно. Когда ты исполняешь классно музыку, песню, и это нравится. И мне нравится, в первую очередь, и зрителю. Слушать приятно. И они начинают подпевать. Вот это... Я впервые это испытал, и мне это очень понравилось. Мгм. Интересно, да, я вот сейчас сопоставляю все это, то, что ты говоришь, с фильмом. Интересно, что герой-то тоже получает, он развивается и получает признание другими. У него происходит выставка его картины, Мгм. где уже в реальной жизни он встречается с той девушкой, которую рисовал постоянно. Притом интересно, что это картина отеля, там, где проявились его чувства, произошел контакт их во внутреннем мире, потому что это все произошло во сне. То есть вот это я с собой, я с другими, это и есть, наверное, про признание. Сначала мной самого себя и признание меня другими. Да, абсолютно верно. То есть надо вначале самому от себя кайфовать, быть в Мгм. ладу с собой. Тогда ты с другими сможешь, другие тебя тоже увидят. Ну, тяжело быть, знаешь, тяжело добиться такого же эффекта, когда ты такой хмурной весь на сцене стоишь, такой в депрессии. Ну, как зал будет реагировать? Так же будет реагировать в депрессии на твою депрессию. Но поделиться с тобой помидорами, кинут. Ты знаешь, мне очень интересно, я как-то сказала мужу эту фразу, что я очень боюсь, что меня закидают помидорами. Он говорит, не бойся, мы их засолим на зиму. Вот, отличный вариант. Это, ну, как? Томатный сок, как минимум. Да, мы их законсервируем. Я говорю, Вот так хорошо. отряхиваешься. Хорошо, а это я сейчас поем, спасибо. М. Это тоже результат, это про результат. То есть обратная связь, да, сейчас такая, значит, есть куда расти. Ты знаешь, вот эта вот позиция взрослости, ведь именно этот опыт проходит герой, главный герой. Она о том, что у меня есть свое мнение, и вне Мгм. зависимости от того, что примете его или нет, оно мне все равно останется. Я буду делать то, что мне нравится. Да, вот это очень круто. А еще, кстати, там есть сюжет. Выставка поддельных искусств, помнишь? О, это тоже классно. Это прямо такой шелковой линии проходит сквозь жизнь человека, когда просто, Обесценивается все настоящее да, и ценится все искусственное. все искусственно, да, подделки, то есть Мгм. Ну, это вообще настолько сейчас и про цену и ценность тут тоже такой Ну, вопрос. сейчас вообще в современном мире это достаточно ярко выражено.
потому что очень много, да, сейчас очень красивое слово аналог, то есть вот эта вот завуалированность, и это же тоже проявление внутреннего мира. Вот на самом деле столько всего интересного, красивого, и кажется, что как будто бы мне нету места, а на самом деле место есть всем и везде, и с вашим мнением, которое есть в вас. Оно тоже важно и ценно. И здесь главное не бояться его проявлять, ведь настоящие картины, они проявляются, Конечно. просто рассматриваются как поддельные. И сразу находятся там недостатки. То мазок не так лег, то еще что-то. Да, когда мы показываем что-то ценное внутри себя на показ, всегда находится то, что будет критиковаться, то, что будет уничтожаться. А еще, кстати, у меня вспомнилось как раз похожий эпизод, такой уже из реальной жизни. Я на Ютубе Мгм. видел ролик, там, где на конкурс принесли под видом такого местечкового вина настоящее дорогущее вино. Лю- Людям, Я думаю, экспертам, никто не заценил. которые разбираются, прям сильно разбираются в вине, сомелье, прям Мгм. очень крутым чувакам. И они вот в этом в дорогущем вине, ну, на самом деле оно было дорогущее, просто под видом дешевого, они нашли кучу всего, кучу недоделок. И они как раз свое мнение высказали с позиции того, что это дешевое вино. А под видом дорогого вина им принесли дешевое вино. И они, конечно, сказали, какое же это классное вино. То есть вот нашли кучу плюсов в этом вине и обоснованность этой цены дорогой. То есть цена и ценность, она у каждого субъективна. Ну, вот здесь вот насколько я смотрю не глазами, да, своего внутреннего мира, а глазами все-таки внешнего мира. Ведь если бы они опирались на свой опыт, никто бы не ошибся. Мгм. А внешняя такая этикетка, она стала важнее. Да, и вот это мнение, то, что вот это вот стоит столько, значит, и у них отношения формируются уже на наблюдаемый объект, уже предвзятые отношения из позиции того, что это дорого. Посмотри, как интересно. Приходит мысль, да, приходит нечто, предмет, и уже весь остальной контекст под него выстраивается. Да, то есть ответ подгоняется под задачу. Да, и это так во всем, так исполняется желание. Вот мы для вас открыли формулу желаний. Достаточно простая. Я могу сказать, что она не раз в моей жизни действовала. Я думаю, что ты тоже найдешь примеры того, что как она Конечно. реализуется. А Вот такой вот фильм интересный. я хотел тебя спросить, может быть, каким-то опытом маленьким таким поделишься, когда она подействовала? Ой, у меня были самый такой, наверное, запоминающийся случай, когда, ну, это тоже из зоны фантастики, потому что каким-то образом, может быть, так можно было, может быть, нельзя, я не знаю, я взяла билеты на самолет в Таиланд, а загранпаспорта у меня не было. И вот мне в понедельник уже вылетать, а загранпаспорт еще мой не готов в субботу. Я в субботу еду паспортный стол, и мне начальник паспортного стола говорит, нету вашего паспорта здесь. А у меня в понедельник вылет. Билеты взяты, уже не только билеты взяты, Все взято, да, уже? да, там двухнедельный тур, трехнедельный тур. Как раз я а, с этого тура очень много знакомых приобрела, с которыми на протяжении уже нескольких лет. Вот, и в итоге я по начальнику паспортного стола говорю, я знаю, он здесь. И женщина начинает перебирать все документы у себя, там еще что-то перебирать. Она говорит, его нету. Я говорю, я знаю, он здесь. Она Мгм. дальше перебирает, нету. Я говорю, я отсюда не уйду, пока вы мне не дадите мой паспорт. Она уходит в другой кабинет, достает мой паспорт и отдает, говорит, расписывайтесь. Сильная история вообще. Каким-то внутренним чувством ты почувствовал, что он там, да? Или как это? Ну, ты знаешь, мне не хотелось, наверное, терять, во-первых, 3 недели отпуска и те финансы, которые были уже туда вложены. Это чувство было гораздо сильнее. Да я думаю, в истории каждого человека есть такие моменты, что вот тут не беспрекословная вера, то есть есть что-то, подо что потом все начинает просто складываться.
Вопрос времени, да, то есть это может быть очень быстро, а может быть очень долго. У меня еще есть интересные истории тоже с билетами связаны. Я умудрилась взять билеты в Испанию, да. То есть я их как-то взяла и поняла, что Визы нету, да? нет, все гораздо прозаичней. Я, то есть, поняла, что я взяла билеты на самолет, когда поняла о том, что у меня денег на карте недостаточно. То есть куда-то делась сумма равная билетам на самолет. Вот, но визы, естественно, не было. То есть виза была готова, ну, быстренько сделали визу. Тоже уже вылет, непонятно, виза готова, не готова. Уже, в принципе, чемодан собран. Виза готова, ну, и визу сделали. Да, прикольно. У меня какие-то очень интересные случаи с самолетами. Захватываешь такие переходные прям у тебя истории. Да. Что либо сейчас исправляешь, летишь, либо не исправляешь и остаешься. Переход У такой. меня так, ну, и в Китае также летало, интересно. То есть мы со знакомым взяли билеты. Я ему набираю, спрашиваю, что когда мы летим, то есть я даже не знала, когда он летим, он мне говорит, вот. Завтра, да? Да, он мне говорит завтра и называет 1:50. Время 9 часов вечера, а вылет 1:50 Ночью. ночи. Офигеть. Это тоже забавно. У меня ни денег, ни чемодан не собран. Ну, то есть у меня же на завтра все должно быть. Мгм. И ребенок еще был, старший сын еще был маленький. Ну, тоже как-то выпуталась. Ну как, да, быстренько собрали чемодан с мокрым платьем. Я помню, в чемодан мокрое платье кинула. Ребенка бабушке с дедушкой отвезла, и все. И На самолет. вырвались. Муж отвез. Круто. Да, это из того, что... Веселая история. Ну, еще одна поездка была тоже веселая. Ну, то есть у меня почему-то связаны, кстати, с перелетами. Любишь летать? Такие вещи. Люблю. Я тоже обожаю. Люблю летать. Ну, я предпочту самолет Чем поезд? поезда. Мгм. Я тоже. Мне нравится Потом вот к этот вайб. поезду тоже хорошо отношусь. Но самолет, он как-то более такой какой-то... Не знаю, для меня он очень интересный, этот процесс весь. Не знаю, но Летишь. вот Мне нравится Землю смотреть, какая она красивая. не могу тебе ничего сказать, но вот в этих моментах Мгм. какие-то переходные, да, чудесные моменты очень часто происходят именно с самолетами, именно с перелетами. Мне кажется, но тоже у людей есть такие моменты. Да, я думал, у всех порыться найдутся При такие. этом, вот когда я летаю одна, если я летаю с семьей, то не было таких случаев никаких. Все достаточно гладко. Может быть, и хорошо. Какой ваш самый запоминающийся герой в этом фильме? Или какой-нибудь эпизод интересный для вас. Да, и почему он интересный, напишите в комментариях. Да. А также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.